Так, это вторая часть гайда, собственно. Ну, как вторая, немного дополнения, так скажем, к первой. Здесь посмотрим. Такие штуки я уже собрал более-менее два сета. Вот, на урон и на выживаемость. Вот. И выглядит это примерно так, что, это все же как это общие сведения, да, и все равно их надо как-то подстраивать больше под себя. А то, что я показываю в видео, это как настроено для меня, так скажем. Вот. Итак, сет, который выживаемость, заключает в себе, что он заключает в себе элемент resistance, экстра хп и должен быть hit accuracy на всех вещах. Но у меня еще вещи тут недоделанные. Hit accuracy, который вот этот, extra hit accuracy. То есть у вас получается extra HP, extra hit accuracy и элемент resistance. Потому что элемент resistance у вас должен быть 100, потому что за каждый нехватающий процент вы получаете дополнительный урон. То есть, к примеру, босс бьет 1000 элементального урона, да, если у вас 100% элементальный резист, то теоретически он должен поглотить всю эту 1000, да, если у вас будет 0 резиста, вы будете получать всю эту 1000 урона в себя. Если у вас резисты пойдут в минус, то вы будете получать увеличенный урон. То есть, допустим, минус 10% вы будете получать не 1000 урона, а 1100. Как бы с этим понятно, да? Extra Hit Accuracy по сведениям из достоверных источников очень, очень важно, потому что вы будете промахиваться по боссам в Думе. Вот, ну и экстра хп, понятное дело, чтобы можно было жить. Но это в моем, опять же, варианте. У вас может быть какой-то другой билд, раскачка, может вам чуть-чуть другие понадобятся, скажем так, префиксы, но для жирного билда, для танка, это то, что нужно. Вот. Камни, у меня сейчас стоит солянка, такая из всех, что у меня есть. Вот, но в целом все понятно, что зеленые камни в кольцо, в тринкет. Короче, в зеленые камни надо поставить во все, кроме щита и оружия. В оружие надо поставить красное. Вот, ну и смотреть, соответственно, чтобы атак спид был 0.5, да, как и надо. И так далее. Ну, короче, с этим сетом более-менее ясно. Второй сет я собрал на урон. То есть в этом сете, получается, красные камни стоят в оружии, в щите, в бадже и в кольце. Потому что с таким набором красных камней урон становится максимальным. Потому что это экстра дэмэдж и чистый дэмэдж. Белые камни стоят в остальных всех вещах, чтобы разогнать, собственно, косу. У меня 0.52, чуть-чуть не кап, но когда камни улучшатся, это сейчас 7 уровень в основном стоит, как только они станут 8 уровня, то скорость атаки моя станет, как будто я хожу с даггером. Вот. Но, опять же, на всех вещах я собрал свою солянку, да, вы можете собрать свою. Я собрал так, чтобы у меня были все виды урона. То есть физически чистый и fire, потому что мне нравится fire. Вот. И как-то так. Ну и, соответственно, на некоторых вещах есть атак спид и крит. Крит на двух вещах, чтобы он был 100%, и я не юзал умение, но потом я его как бы крит я тоже сменю на что-нибудь другое. И атак спид, чтобы атака камня у нас, скажем так, не максимальная. Атак спид на вещах мне нужен, чтобы разогнать, опять же, эту косу. Вот, коса имеет скорость атаки 2 секунды. И почему этот разгон берется? Потому что элементальное оружие, у меня его еще нету, но оно будет. Вот, имеет точно такую же скорость 2 секунды. Поэтому нет смысла разгонять атак спид под меч, потому что у меча элементального и у меча обычного разный атак спид. То есть там будет 1 секунда, и когда вы возьмете в руки элементальный меч, вы сразу же по атак спиду просядете. Поэтому делайте сет, если урон, то делайте сразу же его под косу. Ну и, соответственно, я сделал этот сет чисто для того, чтобы я мог скомбинировать эльфов или что-то и пойти как наносить физический урон, так чистый урон и элементальный урон. Это мне, собственно, для башни. Башня, Demonic Realm, точнее, вот этот вот, про который в первом видео я особо не
не рассказывал про него и не говорил. Он представляет из себя, как тут написано, 5 башенок, и в каждой башне есть свои условия. То есть, к примеру, условия все здесь, собственно, перечислены, да, что в одной башне у вас Upper Battles, там траля поля, Вуду Тауэр это физический урон увеличен ваш. Потом в Тауэре Марса там получается элементальный урон нужен. В Суров там что-то там у вас увеличены жизни. Поэтому, собственно, жиробилд для него нужен шмот на ХП, чтобы у вас было много-много здоровья. Вот, потом одна башня, лайфстил ваш срезается на ноль, но зато можете бить всем, чем только можете. И еще в одной башне работает только этот самый трудомаг. То есть чистый урон, потому что трудомаг умножается на 10, а физические элементальные атаки сводятся на нет. Вот. Ну и, собственно, вот они правила зачистки Реалма. И у меня сет ДД именно такой, потому что у меня нет ресурсов делать 25 сетов, делать им там миллион рекастов просто на каждый случай жизни, поэтому эта солянка сделана на все случаи жизни, вот на момент игры, в котором я нахожусь сейчас. Мне он подходит, но опять же, я говорю чисто про себя. Вот. Ну и появится элементальный меч, я, соответственно, сделаю еще один сет, чтобы переключаться. Тут тоже все то же самое будет, только у меня поменяется вот здесь у меня поменяется коса на элементальное оружие. Это ДД сет. Третий сет это сет на фарм голды, то есть здесь все то же самое, как в ДД, только в кольце и в бадже стоят желтые камни, чтобы увеличить шанс, не шанс, а приток голды, чтобы увеличить. Ну и четвертым сетом у меня будет здесь элементальный урон, ну то есть тот же ДД, только с элементальным мечом. Ну и соответственно вы в каждый сет, в каждый сет в Азере есть скиллы, которые вы ставите, эльфов, которые будут там, и, соответственно, наемники, которые будут участвовать в битве. То есть, допустим, и титул. То есть, вот, допустим, у меня на фарм голды у меня стоят мерки наемники на урон, эльфы на золото, скиллы, чтобы наносить все, которые наносят урон в моем случае. Вот, и звание, чтобы скрипы спавнились быстрее. В ДД-сете, к примеру, у меня стоят скиллы, которые на урон, то есть такие, как я посчитал нужными, так скажем, то есть там спид, потому что мне там скорость атаки чуть не хватает, казнь, чтобы моб умирал там побыстрее, да, там fire меч, чтобы еще элементом там ему добавляло, ну, короче, такая вот фигня. И, ну, в первом у меня стоит сет на выживаемость, то есть, чуть-чуть на урон там. Вот так выглядят, в принципе, сеты. Как нафармить в любой момент, то есть, во-первых, да, как нафармить столько всяких вещей, и чтобы они были классного качества, и чтобы это было охренительно быстро. Вот, охренительно быстро это очень просто. Вы заходите на максимально доступный вам уровень сложности в вашем варианте. Ну, соответственно, там, где падает хороший гир. То есть, к примеру, мы там пришли, неважно, мы пришли, допустим, в Бейн, да, смотрим, что так, 800, 800, 800, 800. В Бейне ж 800 падает, да, по-моему? Или какой там в Бейне? Да, в Бейне 800. Ну, допустим, в Бейне 800 мне доступен, допустим, 21 уровень. Все, я захожу на этот уровень, выбираю его, потом я выбираю титул на быстрый крипспаун. Потом, кстати, очень замечательно, почему я в жиробилде с этим сетом. Так. Потом, значит, я захожу, беру крипспаун, и в часиках мне нужно словить
два события. Это Lethal Strike и Корон. Короче, это один скилл убивает моба с одного удара, а второй дает стопроцентный дроп вещей. Как только у вас два скилла появились, вы включили титул на быстро, то есть не прожимаете их. Сначала подготовка. Ставите эльфов на добычу вещей. То есть получается, если есть 3, ставите 3, если есть 2, ставите 2. Короче, максимально забиваете эльфами на шанс получения гира, на быстрый спаун крипов и прожимаете быстро Lethal Strike и корону. И наслаждаетесь. Потому что вам упадет, короче, просто дохренище вещей. Советую перед этим поставить автосел на хотя бы синьки, потому что синьку вы все равно носить никогда не будете. Вот, а уже там оранжа и голды вам нападает неплохо. Ну и, соответственно, так вы можете повторить один-два раза, в зависимости, ну, от того, как вам попадется. Вот. Ну и вот таким образом вы, собственно, и фармите этот шмот быстро и качественно. Вот. Про это сказал. Так, резисты с префиксами тоже понятно. Вот. Кап на спид, на скорость атаки. Получается, это вот здесь вот. У вас есть атак спид. И есть, то есть под атак спидом, атак спид ап. 1000%. Для дайгера это 1000. Для меча это 2000 значение. Для косы элементального меча это 4000. Ну там 3870, ну короче 4000. Вот, это то, что это чтобы подвести ваш атак спид к максимально возможным 0,05 секунд. Вот. И еще про часики. Небольшой момент. Это мы нажимаем вопрос, и о рандомных ивентах в книжке написано, сколько ивентов вы посетили и сколько вам еще доступно. То есть первая цифра здесь это сколько осталось, вторая цифра сколько было. То есть, к примеру, вам нужен Lethal Strike и Good Luck. Это то, что дает вам быстрый фарм вещей. То есть получается, вы находите одно и второе. То есть у вас, ну, у меня, допустим, осталось 8 Lethal Strike'ов из 10 и 2 из 3 гудлаков. То есть я, в принципе, словив, допустим, в часах одно, буду обновлять остальные два. Ну, я не буду, но представим, что я это буду делать. Вот, я словил, допустим, в первых часах Lethal Strike, да, и обновляю вторые, третьи часы до того момента, пока не словлю Good Luck. Вот. Ну и либо наоборот. Проще словить Lethal Strike, чем Good Luck, потому что, ну, в принципе, потому что просто у одного 10 шансов в день, а у второго всего лишь 3. Поэтому, поймав корону в одних часах, вы можете спокойно Lethal Strike найти в вторых, третьих часах и таким образом нафармить, короче, своего гира. Вот, элементальные данжи, по поводу элементальных данжей, я прохожу даже 1000-е данжи с одним вампиром и 2 эльфами противоположного, ну не противоположного, короче, если огненный данж, что я беру любых эльфов, кроме огненных. Вот и все. Но я его буду проходить, пока не выбью огненный меч. Выбью огненный меч, и я в эти элементальные данжи вообще ходить не буду. Вот такие вот дела. То есть, а на элементальных данжах, как я говорил, там 600, 700, 800 уровня можно ходить чисто по приколу для того, чтобы заполнить travel log, потому что эти мечи бесполезные и даже короче, пуш вот этих вот уровней сложности, он дает больше профита, чем заморочки вот с этими данжами. Поэтому до, как минимум, как я говорил, 900 уровня, 1000 уровня, когда вам будут доступны элементальные данжи, туда можете и не соваться. Но опять же, сколько играете, сколько у вас сетов уже готовы, сколько есть, то есть
кто-то начинает собираться на 900 гире, кто-то на 1000. Я, допустим, ждал 1000 и 900 я вообще не собирал. Ну, в принципе, вот и все видео, наверное. Ну, еще по меркам. Мерков у меня стало больше немного. И что я могу сказать, что Чилва и Фрост, они у меня так и остались. Ну, добавился Death Priest, который неплохо дамажит. И я, наверное, ну, не наверное, а точно в жиробилд я поставлю, ну, там, где я очень много живу, я поставлю вот этого, когда раскачаю, потому что он срезает меткость босса моба на 30% при полной ой, на 30%, на 15% он срезает меткость, то есть это дает мне 15%, грубо говоря, войда. Ну, потому что босс то есть из 5 атак он будет промахиваться в одной. Вот. Плюс мой армор, который будет доджить, то есть я примерно должен получить 20% эвойда, это точно. То есть каждую 5-ю атаку по мне не будет проходить. Ну и, соответственно, у него еще пассивка на 3 секунды, которая... Ой, пассивка, активный навык, который на 3 секунды добавит боссу еще, получается, сколько, на 5, 65% промахов. То есть еще каждые там 20 или 15 секунд, как будет активный навык его работать, у меня еще будет дополнительный додж. То есть я считаю, что это офигенный мерк по сравнению с тем же Тандером, который, пусть он срезает крит рейт. Ну, можно попробовать, в принципе, Тандера с Форест Рейнджером и Чилвой. Или Тандера с Фростом и Рейнджером. Ну, короче, вот эту вот комбинацию из 4 мерков, она очень прикольная, по-моему. Ну, на мой взгляд, короче, она очень прикольная. Вот. А по поводу урона, это Death Priest. Потом Маэстрофист, потому что его очень просто прокачать, он даст 250% экстра дэмэджа и 50% крит дэмэджа. То есть, ну и это Б-ранг, как бы его прокачать как бы можно. Ну, а третьим я не знаю, кого там возьму, это еще неизвестно. Алхимика надо качать, чтобы проходить в башне. В башне уровни сейчас скажу, с какого. Короче, вот такие уровни. Они идут с 20 по 30. То есть, получается, мобы здесь, они иммунны что к физическому урону, что к элементарному урону. И то есть, единственный вариант, это либо вы их пробиваете true damage, вот, либо же вы качаете мерка алхимика. Почему? Потому что, где это чему? Вот, потому что он снижает элемент resistance на 20%, и на следующей звезды он будет на 25% снижать элементальный резист. То есть эти мобы в башне имеют, грубо говоря, 100% резист к физику и 100% резист к элементам. Но с этим мерком их 100% превращается в 75%, и в итоге 25% вашего элементального урона начинает по нему проходить. Ну и что, собственно, дает вам шанс пройти эти уровни. Вот. Ну, все зависит от величины вашего элементального урона и величины вашего true damage, чтобы пройти эти уровни. Вот. Дальше уровни, которые идут, так скажем, все остальные, ну, кроме вот этого 20-30, они через каждые 100 уровней будут повторяться. То есть там 110, 120 это те же самые, что 210, 220, и то же самое, что 410, 420. Просто все меньше и меньше будет по ним проходить урона, все больше и больше урона будет нужно, чтобы дойти. Вот. Но все остальные уровни, кроме 20-30, они не заслуживают внимания, они проходятся на ура, как бы без всяких заморочек. Вот, в принципе, это вторая часть как бы гайда. Ну, это не вторая, это больше дополнение к первому, потому что в первом я кое-что где-то упустил. Ну и эльфы будет падать пыль, вот такая синенькая. Вот.
Эльфы будут за эту пыль получать дополнительные там характеристики, то есть вот, допустим, 10 уровней вот этой мути, так, да, делают, что элемент damage, элементальный урон героя и мерков повысится на 20%. У этого, допустим, там physical crit damage, физический этот критический урон на 2% повышается. Вот эти эльфы апаются все у той же тетки с эльфами, которые мы засовывали в блендер первых. Вот, и они будут тапаться уже за вот эти вот части. Допустим, там кровавые эльфы будут, ой, эти, не кровавые эльфы, блудбаты будут апаться за Soul of Blood, там мечи будут апаться для Soul of Blade и так далее, и так далее. Вот эти вот части, которые там рога это для сейджев, то есть для каждого эльфа свой тип ресурсов, так скажем. Вот. Ну и вы их можете улучшить, тех эльфов, которыми вы пользуетесь. И каждая звезда, получается, каждая звезда эльфа добавляет 10% его ауры. То есть, допустим, вампир первой звезды дает там экстра хп 20, лайфстил 73, второй дает на 20% больше хп, лайфстила еще 3. Но и также повышается уровень самой ауры. То есть, если тут аура максимально 10 уровня дает 1% к физическому криту, то здесь это будет уже 2%. То есть, соответственно, если я вот до 10 звезды раскачаю, то у меня будет прирост, ну сколько там получается? Экстра хп будет 700, лайфстил будет сколько там? 3 на 10. Лайфстил будет 100, да, и, ну, понятно, что все увеличится. Ну, вот. Но я буду ходить с 3 вампирами, и поэтому я их равномерно буду апать. Этому 2 звезды, этому 2 звезды, этому 2 звезды, потому что, так скажем, это дешевле. То есть апать, допустим, равномерно дает больше профита и дешевле, чем если я апну 1 до 10 сразу же, потому что это сожрет просто тонну ресов. И 1 до 10 это равносильно тому, что я, наверное, апну 3 до 5. То есть там я суммарно получу 10 звезд, а во втором варианте я получу 15 звезд. То есть, соответственно, из статов я получу за 15 звезд гораздо больше, чем за 10. Вот это, в принципе, по эльфам. Ну и вот такое дополнение. Так что всем удачного фарма. Давайте, до свидания.